моря Плая дель Боль. Набережная, где туристы и местные совершают вечерний променад вдоль такого красивого моря, любуясь видами. Очень красивая набережная. Плая дель Боль упирается в пляж. Называется Плая дель Роч. Туда дальше, после вот этой набережной. Вот, море сегодня, конечно, очень бушует. Такой вот мини-шторм. Гора Ифач открывается. Вчера я была вот я подошла к этому пляжу Плая дель Канталь Роч. Натянуты сетки, можно в волейбол поиграть. Туда дальше, я смотрю, лежаки есть. Можно арендовать. Такой красивый пляж. Мне больше, наверное, нравится, чем, конечно, Плая дель Фоса, где я живу. Потому что он шире. Здесь есть пальмы. И, как всегда, вживую, конечно, лучше смотрится, чем на видео, на фото. Вот там вот набережная, по которой я шла. Вот этот пляж. Вот здесь вот отели расположились. Кстати, изначально я хотела снять квартиру вот в этом доме. Пошла дальше, здесь еще более оживленно. Вот так вот натянуты вот такие вот конструкции, чтобы дети могли полазить. Канаты. Веревочный такой мини-парк. Там тоже дальше лежаки, зонтики. Люди загорают. Много чернокожих, кстати, что-то продает. Я думаю, здесь вечером тоже весело. Движ. Вот серфингисты ловят волну. Вот, поймал волну. Вау. Вот такие классные волны сегодня. О, спел. Хочу зайти в один из ресторанов и выпить чашку кофе. Вот заказала себе капучино. Прям по всем правилам такой приготовленный в прозрачном стакане, послойно. Вот такой вот вид на море и на гору Ифач. Один из самых красивых видов, на фоне которых я пила кофе. То ощущение, когда сидишь, смотришь на эту неприступную скалу и понимаешь, что ты был вчера на ее вершине. Кстати, кофе невкусный. Не знаю, робуста. Какая-то чистая робуста. Зато бодрит, вставляет ух. Вот, я так понимаю, сейчас правее возьму. И, возможно, пойду уже в старый город. Я сейчас повернула с набережной на улицу Баландрос, которая идет в город. Здесь дома разной этажности. 5 этажей, 7 этажей. Честно говоря, я немножко туплю и не могу сейчас понять, куда мне идти, чтобы попасть в старый город. Каско Антигуа. Вот здесь такая вот немножко шопинговая улица. Можно купить косметику. Рестораны есть. Вещи продаются. Вообще симпатичный городок. Мне нравится. Очень зеленый. Широкие тротуары. Не проспекты, тротуары. Здесь места для пешеходов больше, чем для машин. Вот. И я выхожу на какой-то проспект. Потом напишу, как он называется. Вот там вот KFC и Макдональдс. Это, видимо, у них что-то типа центра. Кстати, вот эта гора, которая виднеется
Вот там вот находится зона рекреатива Серра де Ольта, заповедник. И, ну, как бы там тоже пешеходные тропы, очень красивый маршрут есть, даже несколько. Вот, если будут силы, завтра, послезавтра обязательно туда схожу или съезжу. Если сейчас идти, это час, чтобы добраться до начала маршрута. Так, а я все еще ищу, где старый город. Такая улица с магазинами, агентствами недвижимости. В общем, деловой центр Кальпы, я так понимаю. Старый город на испанском называется Каско Антигуа, но Google упорно отказывается искать и прокладывать маршрут. Ладно, сейчас, если не найду, буду спрашивать у местных на своем ломаном испанском. Вот торговый центр. Я вижу, что там есть манго. Торговый центр называется Плаза Централ. Очень зеленый город. Аликанте тоже местами очень зеленый. Но здесь более горная местность. Город окружен горами. Здесь свой микроклимат. На пару градусов прохладнее, чем в Аликанте. В Аликанте более пустынная местность все-таки. И да, море, побережье здесь в Кальпе считается лучшим. Здесь одни из лучших пляжей на побережье Коста-Бланка считаются. Такие вот дома. Вот везде, куда ни повернешь, везде магазины, рестораны. Люди отдыхают, сиеста, пиццерия. Очень зеленый город, очень. Наконец-то я разобралась, куда идти. В общем, от авеню Ejércitos Españoles, то есть проспект Ejércitos Españoles, я сейчас поднимаюсь наверх по улице, которая находится напротив торгового центра, который я показывала. И иду к башне де ла Печа, оборонительная башня. Потом от нее там 5 минут ходьбы к старому городу. Вот я подошла к этой башне, Торрео де ла Печа. Находится это вот здесь, Carrer del Rector Penalva. Вот, похоже, здесь и старый город, и башня, и все сразу. И все идут сюда. Вот очень уютный дворик. Рестораны здесь, которые, правда, пустые. Несмотря на то, что улицы очень узкие, здесь пытаются даже ездить машины. Разъехаться сложно. Кстати, такой интересный факт. Туризм в Кальпе начал развиваться в середине прошлого века. И сюда даже приезжал известный писатель Эрнест Хемингуэй. Вдохновлялся местными улицами, этой атмосферой. Вот, очень красивый город, очень атмосферный, старый город. Вот интересные балкончики, везде растения какие-то, цветы. Типичная испанская архитектура, немножко в арабском стиле. Вот туда пошла улица. Para poder montar.
Carrer de Balmes. О чем-то спорят горячо испанцы. Вот здесь я обнаружила музей истории Кальпе. Можно вот зайти и посмотреть историю. Уже в другой раз. Какой аутентичный, интересный домик. Такой вот из камней, беленый. Это улица Carrer de la Soledad. Такая вот украшенная улица. Какими-то бантами из полиэтилена. Смотрится это как-то нарядно, празднично. Не знаю, то ли к празднику какому-то украсили, то ли здесь всегда так красиво. Вот я и подошла к знаменитым ступенькам ярким, на которые очередь, чтобы сфотографироваться. Вот, это самое, наверное, известное место для фото в Кальпе. Вот, за 5 минут очередь рассосалась. Люди отзывчивые, всегда соглашаются фотографировать. Но я не стала наглеть, уже просить меня снимать. Я просто поснимаю эту лестницу. Вот тут такая вот каплычка с Девой Марией. Каждая деталь очень красивая. Каждый дом по-своему интересный. Вау. Невероятно красивая улица. Sí, sí, hay calderos al asiento. Una casa. Самая красивая в этом старом городе. Очень фотогеничная. Thank you. Аккуратно, красиво все. Вдохновляющий город. Не зря сюда приезжал Эрнест Хемингуэй. Тусовочная улица. Да, немножко там стрёмно, какие-то пьяные слишком активно веселятся. Малые взрывают петарды. Видно, тут это в норме. Чернокожих очень много. Кстати, слышно, что громко кто-то распевается. Вот какой-то такой вот спейс, где стоят зрительские места, стулья, подготавливают аппаратуру. Что-то здесь намечается интересное. Мне, кстати, вот я вышла со старого города. Очень нравится новая его часть. Очень нравится. И вот по авеню Валенсия, так называется улица, я выхожу к пляжу Плая Ареналь-Боль. Вот я спускаюсь к пляжу Дель Ареналь-Боль. Вот так вот здесь начинается набережная. Здесь множество отелей разных. Идти вдоль набережной одно удовольствие, потому что везде очень красиво. Везде множество вот таких вот мест, где можно посидеть, отдохнуть возле моря, на парапете или зайти вот выпить кофе в один из баров, ресторанов. Кстати, очень часто вижу, что ездят на велосипедах. Здесь множество велосипедов. Здесь и вот. Такой, можно сказать, тоже велосипедный город.
Солнце садится, чайки летают, море красивые, волны. Скоро закат. Какой интересный эффект. Над горой нечто такое светящееся. Я понимаю, что это облако, но как будто летающая тарелка. Кстати, закат самое красивое время, когда можно смотреть на гору Ифач с западной стороны. Она очень красиво подсвечивается таким оранжевым цветом от солнца. Солнце уже село, но небо такое красивое. И гора очень красивая. Мурашки по коже. Это просто какой-то фильм. Серфингисты.